Всем привет, меня зовут Химит Пич. Давно мы с вами не виделись, я художница и рада видеть вас на своем канале. Сегодня я хочу вам показать обзор вот на такой большой скетчбук формата А4 от Sakura. Рисуночек я сделала буквально за 10 минут до начала видео, просто спреем. Этот скетчбук у меня очень старый, я его начала еще до карантина, да? Помните это время до карантина? Я вот уже забыла. В общем-то, ему, наверное, уже года 2, если не ошибаюсь, но я в нем не очень часто рисовала, поэтому я потратила на него очень много времени. Ну и, конечно, если вы хотите увидеть в следующий раз обзоры на все мои новые скетчбуки, которые я начинаю, уже скоро некоторые заканчиваю, то не забудьте поставить лайк. Потому что в будущем вас ждет мой анатомический скетчбук, в котором я зарисовываю всякие анатомические штучки. Потому что я начала изучать их самостоятельно по всяким книжкам, которые, кстати, находятся вот здесь. Если вам интересно, по каким книжкам я учусь, то можете заходить в Инстаграм, в Телеграм, в Твиттер. Везде я публикую их. Еще и в ТикТоке. Вы слышите это? Кажется, у этого видео есть спонсор. Если вы рисуете, но не знаете, как заработать на этом, то эта информация для вас. Есть много профессий для художников. Одна из них – это концепт-художник. Он придумывает, как будут выглядеть герои и окружение в игре. Модели персонажей, локации и объекты создают именно на основе того, что нарисует концепт-художник. Если тебе нравится рисовать и придумывать, или ты давно хотел попробовать рисование, или, возможно, тебе не хватает творчества в жизни, профессия концепт-художник отлично для тебя подойдет. В школе XYZ идет набор на годовой курс концепт-художник. За 16 месяцев ты освоишь скетчинг, базовый и продвинутый концепт-арт, потянешь навыки рисования и соберешь мощное портфолио с 25+ работ. Самым старательным помогут найти работу сразу после или даже во время обучения. Ученики успешно устраивались в такие студии, как Sperasoft, Ubisoft и многие другие. XYZ это более 90 тысяч студентов, обучение в любое удобное для тебя время, менторы с большим багажом знаний, имеющие опыт работы в таких студиях, как Blizzard, CD Projekt Red и другие именитые компании. Постоянная обратная связь по заданиям. Также бонусом ты получишь множество дополнительного материала и доступ в закрытый чат Дискорда с другими учениками и спикерами курса, где ты всегда можешь задать интересующий тебя вопрос. Активируй промокод UPICH+, и приобретай этот или любой другой курс со скидкой до 40%. В подарок ты получишь месяц подписки XYZ+. Подписка открывает доступ к 30 дополнительным мастер-классам, а при продлении еще и 15 каждый месяц. Кстати, предупреждение, этот скетчбук немножко 18+, потому что здесь я начала уже больше рисовать. Рисунков не то что с натуры, но из фотографий почти все они обнаженные, так что предупреждение сделано. В этом скетчбуке я использовала в основном обычные карандаши и просто цветные. Может быть, снять видео с актуальными материалами, как думаете? Здесь я делала уже анатомические зарисовки по некоторым видеоурокам и просто с натуры. Например, этот рисунок. 2 рисунка. Это все с натуры, тут немножко испачкалось, отпечаталось. Вот здесь, например, есть фрагмент такой испачканный. Это от того, что отпечаталось с другой стороны, потому что я никак не фиксировала. Вам рекомендую использовать специальные лаки для фиксации карандаша. Они у меня также есть, просто в этом скетчбуке я еще не проходилась им. Я думаю, все догадываются. Это Билли Айлиш, да, у нее такой нос. Если вам не нравится, поставьте лайк. Цветными карандашами решила сделать вот такие портретики. Ну, я думаю, ничего необычного. На этот портрет вы можете посмотреть процесс полный. Он есть на канале. Здесь я уже изучаю пропорции. На самом деле, изучать я начала пропорции именно в конце скетчбука, но из-за того, что было не так много пустых страниц, я начала возвращаться к началу и искать вот такие пустые странички, чтобы сделать зарисовки. Делала их цветными карандашами для того, чтобы они не отпечатывались на другой стороне и не пачкали рисунок. Эти портреты я, как сейчас помню, рисовала просто из головы, так что тут я не брала никакие референсы. Напомню, кстати, скетчбуку больше 2 лет. У меня есть еще одна просьба. Давайте наберем 5000 лайков под этим видео. Я знаю, это будет несложно, потому что вы уже так делали. Нет, давайте 6000 лайков, и я сделаю следующий обзор на скетчбуки как можно скорее. Придется побольше рисовать. Этот рисунок вы тоже можете посмотреть полный процесс, он есть на канале.
Здесь я делаю зарисовку, как всегда, вы знаете, я люблю делать зарисовки для больших форматов, но в последующем они таки остаются в моем скетчбуке вот такими эскизами. Дальше это никуда не идет. Я думаю, это нормально. Этот портрет я перерисую еще не раз. Здесь у меня автопортрет. Чаще всего я использую просто фотографии для того, чтобы рисовать. Иногда рисую с натуры, и в целом у меня есть опыт рисования с натуры, потому что я училась и в художественной школе, и даже один раз ходила на натурный класс в Санкт-Петербурге, когда туда приезжала просто путешествовать. Масляная пастель, если вы посмотрите. Мне очень нравится такая фактура. И в целом иногда люблю разбавлять свои черно-белые скетчбуки вот такими цветными иллюстрациями. Как всегда, мои автопортретики. У меня их очень много. Я разрабатывала сюжет для большой картины. За основу, конечно же, брала себя, потому что проще всего сделать. Я могу позировать как хочу. И я хотела вместить себя в природу, но, к сожалению, эта идея таки осталась нереализованной, потому что, я почувствовала, что у меня как будто бы нету достаточно знаний для того, чтобы действительно реализовать это, как я хочу. Рисовала со своих фотографий, видите, пыталась вместить себя в здание, но получилось это плохо, потому что голову в ракурсе я на тот момент рисовала очень плохо, и у меня не выходили такие позиции. Тут я бы сказала, такой скетчбук в какой-то части разработок, в какой-то части просто практика тех же портретов. Хоть я и давно рисую портреты, но практиковаться нужно всегда, потому что художник учится всю жизнь. На этот рисунок я тоже делала видеоролик на своем канале, поэтому если вам интересно увидеть процессы, то просто посмотрите мои старые видеоролики, скорее всего, вы найдете. Как видите, я стараюсь рисовать больше фигур, я уже давно это начала практиковать, но все же не переходила на полноценный формат. Форматы я имею в виду не размер бумаги, а в целом там цветной рисунок или какая-то полноценная иллюстрация с фоном. Такое у меня было очень редко, да и сейчас не очень часто, но я стараюсь это изменить. Очень симпатичный портрет, мне очень нравится. Надо же говорить какие-то комплименты себе. В общем, тут я начинала рисовать портрет, но в итоге так его и не закончила. Кстати, возможно, можно было бы даже выложить этот фрагмент в Инстаграм. Кстати, я бы хотела вам рассказать о том, что у меня есть своя онлайн-книга по тому, как рисовать портреты. Я думаю, вы заметили, что я портретист и специализируюсь на рисовании человеческого лица. Поэтому, если вы хотите научиться рисовать такие же портреты, как у меня, то переходите на humidpitch.com и ищите всю информацию про книгу. И также ссылочку я оставлю в описании. Не забыла, книга есть на 3 языках. Это английский, испанский и, конечно же, русский. Как вы заметили, то я не особо придерживаюсь какой-то определенной стилистики. Например, в карандаше мои рисунки могут отличаться друг от друга. Если вы посмотрите на этот и этот рисунок, то, конечно, возможно, вы подумаете, что их рисовал разный автор. Возможно, нет, я не знаю. Многие люди говорят, когда видят рисунки в Pinterest, что как бы ни нарисован был рисунок, всегда понятно, что это я. Это удивляет. Мне, на самом деле, очень приятно слышать подобное. Всегда старалась не останавливаться на какой-то одной стилистике. И каждый раз, когда я садилась просто за рисование, я вообще в голове не держала никакой мысли держиваться какого-то стиля, да, ограничивать себя в материалах, например. Никогда такого не было. И каждый раз просто, когда я рисую, я как будто бы рисую по-новому, заново, понимаете? Здесь, кстати, я использовала масляную пастель, это тоже есть процесс на канале. Не просто так говорю, потому что, возможно, вы не знаете, но хотите посмотреть, как я это создавала. Было очень много ошибок, потому что я работала очень долго с этим небом, из-за того, что я его очень загрязнила. Но в последующем у меня получилось его исправить. Немножко грубоватый портрет, мне кажется. Попробовала я рисовать акварелью в этом скетчбуке. Как видите, бумага пошла волной. Я думаю, будет сложно ее выпрямить, да и в целом я не люблю заниматься подобными вещами. Возможно, нужна какая-то определенная техника для того, чтобы нравился итоговый результат, но в итоге пока я не нашла эту технику. Чаще всего я предпочитаю использовать специальную бумагу для акварели, которая очень плотная и всегда выдерживает много воды. Анатомические ошибочки в пропорциях, слишком маленький череп, тоже не забывайте про это, когда рисуете. Все-таки это все должно быть побольше.
побольше чуть-чуть. Здесь уже немного получше портрет, я тут уже больше старалась, мне кажется, да, и больше времени потратила на него. Нарисовала как будто свою мужскую версию. Зарисовки для большой картины даже, кстати, вроде сделала какую-то вот из этих. Это опять масляная пастель, выглядит довольно симпатично. Это я вдохновилась кувшинками Моне. У меня далеко тут не кувшинки Моне, но мне нравится, как издалека все это выглядит. Такой вот эксперимент, абстракция. Как видите, и, возможно, видели у меня такие слезы, да, я рисую прямые слезы, мне это нравится. Для меня это такой декоративный элемент. Пыталась сначала практиковаться, рисовать лицо, понять пропорции, да, почувствовать их, и потом я уже сделала акварельный рисунок. К сожалению, нигде не выложила, но получился неплохо, просто там нужно доработать еще черный фон. И мне пока это лень делать. Здесь, кстати, что-то пишу все время, не буду вам говорить, вот, скорее всего, там еще с ошибками все. Вот, видите, третий раз, я не понимаю. Как мне было не скучно рисовать одно и то же лицо третий раз. Но на самом деле с каждым разом я вижу, что получается все лучше и лучше, но все равно есть небольшие искажения. Мне очень нравится вот этот фрагмент маленький, такой более удлиненный. Я вдохновилась рисунками других художников, которые делали свои арты на таких удлиненных форматах бумаги. И я тоже какое-то время хотела это сделать, правда, у меня не было бумаги. Я просто сделала зарисовку на будущее когда-нибудь сделать вот такую вот композицию «Девушка с цветами». Вам какие-то моменты в видеоролике не нравятся, то, пожалуйста, напишите в комментариях, чтобы я могла исправить, что улучшить или что вам, наоборот, понравилось, чтобы я могла это сохранить, так сказать, и в следующих роликах всегда использовать. Например, вы любите больше рассматривать рисунки и хотите больше каких-то близких кадров, то, пожалуйста, напишите об этом, и я попытаюсь это сделать. А здесь я изучаю перспективу, видимо. Не знаю, как мне там вышло, конечно. А здесь просто... Ничего не получилось, поэтому листаем. Мой автопортрет. Получился очень странно, на самом деле на фотографии тоже была немножко странная и опухшая. Здесь копия просто какого-то рисунка, решила его скопировать, потому что мне понравилось, как он был изображен. Здесь у меня автопортреты. Здесь я не очень на себя похожа, конечно, но, видимо, на тот момент себя так ощущала. Потому что, знаете, все равно... Каждый видит человек по-разному, и, возможно, в тот момент я себя ощущала по-другому и видела по-другому. Ну и в целом это время, когда я была после операции, так что это нормально, что видела себя иначе. А вот этот портрет мне очень нравится. Тоже старалась сделать какую-то сложную позу. Было сложнее, конечно, ее сфотографировать, чем нарисовать. Ну ладно, нарисовать тоже было очень сложно. Здесь, я думаю, многие догадаются, кто это. Тут просто пыталась что-то нарисовать. Не очень получилось похоже, но мне было интересно просто нарисовать парня. Ну, как видите, постаралась выбрать улыбку и какую-то сложную эмоцию. Опа, здесь я рисую пяточки, почему-то выбрала очень маленький фрагментик в скетчбуке. Использовала здесь поталь. Мне очень нравится у нее цвет, конечно, не очень видно, что он блестит, но вот, думаю, заметно вам. Вот видите, вот эту композицию я сделала на большой формат, но, к сожалению, так и не продолжила ее в цвете. То есть у меня просто сейчас лежит большой лист бумаги с этим эскизом полноценным. Тут также я делала фотографию себя и рисовала. Здесь просто девушка. Но вот здесь идет разработка. В общем, я хотела нарисовать свой автопортрет акварелью, но в итоге нарисовала не автопортрет, а вот эту девушку. Возможно, вы видели у меня в инстаграме ее рисунок акварелью. Получилось очень потрясно, кстати, очень красиво. Особенно как технично я выполнила ее, акварель там потрясающе выглядит. Здесь какие-то зарисовки анатомические именно ног. Здесь я пыталась нарисовать свой автопортрет пастелью. Я не помешана на себе, просто, не знаю, для практики мне удобнее всего рисовать себя. Рисовала тут рисунок и сделала его, не помню, под челлендж от другого художника, который там типа Gonna Stay Home. Рисовала в своем рисунке примерно так же. Вот, и я просто таким образом поддержала как бы его инициативу. Решила, так сказать, поучаствовать.
Вот эту работу, кстати, я рисовала. О, оказывается, я не все эскизы просто так оставляю в скетчбуках, но все-таки и какие-то у меня все-таки живут на более больших форматах и акварелью. Да, кстати, я очень редко показываю свои акварельные рисунки в Ютубе, но это потому, что просто такое не очень удобно снимать, а работы показывать пока почему-то не доходят руки. Но на самом деле, давайте я вам покажу. У меня есть немножко последних работ, которые я выполняла специально на маленьких форматах. Они немного не похожи по моей стилистике, потому что я пробовала что-то новое. Поэтому, не знаю, это будет таким бонусом. Не только скетчбук покажу, но и какие-то акварельные работы. В целом я просто практиковалась в рисовании света, мужчин и разных ракурсов. Тут здесь, конечно, и просто какие-то анимешные штуки, потому что что-то меня понесло. Вот, это из последних портретов, что я рисовала в акварели, поэтому если вы хотите видеть просто больше таких рисунков, то, не знаю, ставьте лайки и, конечно, заглядывайте в мой инстаграм, Patreon, я там все это стараюсь публиковать почти сразу. Конечно, эта работа, кстати, мне показалась сначала не очень удачной, но сейчас смотрю, и она не выглядит очень плохо, как мне показалось в первый раз. Сейчас просто рисую на маленьких форматах, и мне это очень нравится, и в целом я начала брать более сложные сюжеты в акварели. Например, еще минуточку. Вчера я нарисовала вот такую иллюстрацию небольшую. Мне она очень понравилась. Было сложно, конечно, рисовать, особенно лицо в таком ракурсе. У меня не получилось сделать его супер милым, но, в общем, надеюсь, в следующий раз у меня получится еще лучше. Это я намекаю вам на то, что можете подписаться на мой инстаграм и видеть все эти рисунки самыми первыми. А на Патреоне вы будете вообще самыми первыми, кто увидит эти рисунки. Мне, кстати, очень нравится этот портрет, он получился каким-то нежным, лицо такое необычное, в общем, не знаю. Тут, кстати, до того, как начать рисовать его, я разбиралась в пропорциях. Кстати, если вы хотите, чтобы я добавила что-либо в свои ролики, например, комментировала как-то по определенному, например, рассказывала какие-то истории, то, пожалуйста, напишите, возможно, я смогу что-либо придумать. Сейчас же я могу комментировать только то, что вижу по факту, и то, что у меня приходит на ум, когда я вспоминаю, что я делала в процессе. Здесь я рисую мужчину. Возможно, вы его узнаете, возможно, нет. Если узнали, то напишите в комментариях. Я его, кстати, очень много раз отмечала. К сожалению, он мой рисунок не заметил, хотя многих замечал. Очень странно, почему я изгадила эту страничку. Мне очень нравится, что я нарисовала здесь девушек обычных, но какого черта я прям сюда поместила именно вот эти зарисовки. Продолжение. Здесь портрет Билли Айлиш, тоже рисовала его где-то год назад, если не ошибаюсь. Снимала даже, кстати, процесс видео, но, к сожалению, я продала телефон, на который снимала это, и в момент, когда я продавала, я забыла, что у меня там находятся эти кадры, и стерла все. Мне сейчас очень обидно до сих пор, что я так сделала. Здесь какие-то зарисовки именно с фотографией. Тут я уже пытаюсь рисовать тело, более, так сказать, смело. Пытаюсь, как видите, использовать больше рук, больше полноценных фигур каких-то. Видите, беру сложный ракурс головы, ну и в целом просто, не знаю, тело рисовать достаточно сложно, как и голову. Вообще, в целом, человек такое сложное существо, что, для того, чтобы его хорошо рисовать, нужно изучать анатомию и, кажется, все-таки человек — это самая сложная такая фигура для рисования. Мужской портрет, кстати, мне очень нравится, и как выполнено технично, и в целом мужчина получился симпатичным. Такие маленькие детали, маленькие штришочки, и в то же время есть вот такой размашистый штрих. Мне кажется, он сразу придает какую-то свободу рисунку. Он выглядит намного свежее, понимаете? Вот, кстати, у вас нету сейчас дежавю, да? Вы как будто где-то видели этот рисунок. У меня вот прям это случилось только что. Вот первый раз, когда я рисовала. Возможно, это не первый, это был второй, либо третий. И вот другой раз. Понимаете? Абсолютно разные лица. Использовала одну и ту же фотографию. Но эмоции и сами девушки выглядят абсолютно по-разному.
Мне кажется, даже детально работа стала даже более детальной, чем вот это. Хотя они обе хороши. Здесь рисовала себя, просто смотрела на себя и рисовала, а здесь уже просто... Тут какая-то, видимо, у меня была идея. Девушка, видимо, сидит на кровати. Это окна. Это, скорее всего, тень. Как-то так я делаю зарисовки. Я уже погружаюсь в анатомию. Как видите, я рисую человечков, пытаясь понять пропорции и в целом запомнить. Для того, чтобы запомнить многие фрагменты, да, и не возвращаться к ним постоянно, нужно сделать очень много-много рисунков и очень много раз вернуться к этим пропорциям и несколько раз их повторить. Здесь я рисовала эскиз для татуировки. Кстати, не знаю, сделал ли человек татуировку с этим рисунком. Возможно, нет, возможно, да. Наверное, бы меня отметили. Но у меня уже была ситуация, когда по моему рисунку сделали татуировку. Анатомия. Ручки. Здесь не очень интересные рисунки, поэтому не хочу на них долго останавливаться. Кстати, мне очень нравится этот фрагмент. Просто мне нравится, какая девушка вышла. И здесь был эксперимент масляной пастелью. К сожалению, я даже что-то тут размазала лицо. Видимо, мне очень оно не понравилось. Но мне привлек, на самом деле, свитер. Мне хотелось нарисовать только его. Пропорции. Я начала систематизированно изучать уже пропорции, особенно сейчас. Тогда я просто начинала закладывать базу. Я изучаю и женские, и мужские пропорции одновременно, пыталась понять их разницу. И в целом искала разные иллюстрации, которые бы объясняли человеческие пропорции. Они везде все одинаковые, просто по-разному нарисованы, но в целом суть там одна. И немножко сложно в начале, потом просто начинаешь привыкать в каком-то плане. Но я до сих пор не запомнила, потому что, видите, я по несколько раз рисую одни и те же пропорции и стараюсь их запомнить. И здесь я пыталась отработать, так сказать, эти пропорции. Я сначала их изучила, а потом начала рисовать уже с фотографией, с натуры и так далее. Для того, чтобы запомнить это все. Хотя вот этот же фрагмент я рисовала с фотографией, для того, чтобы уже понять на практике, как действительно работают эти пропорции. Потому что из-за искажений на фотографии, из-за просто, типа, люди все разные, эти пропорции могут немножко отличаться, и поэтому все индивидуально. Мне очень нравится этот разворот, тут очень много девушек, стоит в полный рост. В общем, вот здесь нарисована полная девушка, так что никаких претензий ко мне не должно быть, что я рисую там только худых. Это просто на всякий случай. Опа, здесь у меня есть очень популярный рисунок, который понравился многим в Инстаграме. Конечно же, я его там редактировала и добавляла иероглифы. Все это делала я в Procreate. Сейчас покажу вам иллюстрацию, которая в итоге вышла. И я попытаюсь сделать еще не одну иллюстрацию подобного типа в одной тематике, но, к сожалению, у меня не получится так же, как здесь, потому что с каждым разом все это меняется. Во-первых, мне тут не нравятся пропорции, как вы видите. А здесь полностью изменилась стилистика. В общем, мне очень сложно придерживаться каких-то определенных стилистик, даже когда я пытаюсь нарисовать одну тематику. Есть, конечно, вещи, которые угадываются, но, к сожалению, здесь какое-то более сильное влияние аниме. В общем-то, сами видите, эти работы выглядят очень по-разному, хотя рисовала я с одной целью, и в целом у меня было одно представление о итоговом результате, но вышло немножко иначе, чем я ожидала. Здесь также перерисовывала, пыталась по несколько раз, так что, блин, у меня постоянно уходит очень много попыток на то, чтобы нарисовать что-то прикольное. Здесь просто изучение света, это было очень давно. Ну и все на самом деле. О, видите, я пыталась несколько раз нарисовать, и в итоге решила перерисовать, потому что мне не понравилось это. Хотя сейчас смотрю на это и выглядит неплохо. Почему я это ненавидела тогда? Ну ладно, мне не нравятся ноги, да и тут такие же ноги. Да, это все. Мы с вами посмотрели мой скетчбук, надеюсь, вам он понравился. А если нет, то напишите это в комментариях, как вам не понравились мои рисунки и я. Я хочу вас поблагодарить за просмотр, за то, что вы поставили лайк и подписались на меня. Если вы это не сделали, то я вас не люблю. Для тех, кто остался в конце, как всегда, хотелось бы поделиться с вами новостью. Во-первых, в моем ТикТоке появилось очень много видеороликов с книжками и как я изучаю анатомию. Это просто, если вы не знали, и вам в целом скучно, и вы хотите посмотреть какой-то контент. Еще я начала заниматься лепкой.
Как вы видите, тут ничего не слеплено, потому что пока мне не получается слепить тело, как вы поняли, для этого изучаю специально и анатомию. Но, кстати, не уверена, что у меня даже после изучения анатомии получится что-либо слепить. Но, у меня получилось слепить голову. У меня получилось. И не одну, кстати. Сейчас вам покажу все, а я похвастаюсь перед вами. Перед кем мне еще хвастаться, ребята, такими своими достижениями маленькими? Смотрите. Не очень симпатично, конечно, получается пока, но я стараюсь. По крайней мере, есть нос, глаза и губы. Это чертовски сложно делать. Я думала, это все будет намного легче. В общем-то, вот такая вот маленькая головешка. Очень нравится носик. Так, а еще вот здесь маленький фрагмент. Сейчас мы с вами посмотрим. Вот. Короче, я здесь практиковала слепить губы и даже небольшой глазик. Как видите, использовала разную глину, но в итоге выбрала ложку подороже, а не обычную такую, за 150 рублей российскую. Выбрала, кстати, Monster Clay. Вроде как так называется. Так что, если вы хотели узнать это раньше, например, месяц назад, когда я это начала делать, то подписывайтесь на мой инстаграм. Всем пока! Может быть, я буду больше снимать видеороликов и больше показывать вам таких вещей здесь. Но это маловероятно, потому что мне очень сейчас неудобно снимать.